VL Studio and X25 of Toe.ru channel. Present. Данный фильм не развлекательное зрелище и требует внимательного просмотра и анализа, потому как включает содержательные документы, изучение которых сформирует картину происходящего правового беспредела и незащищенности граждан от произвола недобросовестных работодателей и их подельников. Сразу успокою умников и настоящих мужиков. Взял кавычки. Не надо запускать ситуацию. А то запустили ситуацию, когда всякий жулик при должности обкрадывает работяг и чувствует себя совершенно безнаказанно. Когда менеджеры-недоучки выносят головы здравым и разумным. На создание профсоюза мы не способны, а способны лишь на взаимную грызню. Все делать нужно вовремя. Как раз существование здравого народного профсоюза исключит возникновение подобных ситуаций, которая произошла со мной и происходила, происходит и еще произойдет со многими другими работниками нашего смутного времени. Желающие пусть присоединятся к своеобразному социологическому исследованию, что произойдет, если рядовой гражданин современной России обратится в государственные органы и службы в защиту собственных трудовых интересов и интересов других лиц с требованием установить очевидные, лежащие на поверхности, факты грубых правонарушений с привлечением виновных к ответственности. Заявление Валерия Лупченкова от 18 июня 2023 года. В Следственный комитет Российской Федерации, в Государственную инспекцию труда от Лупченкова Валерия Николаевича, проживающего по месту регистрации. Заявление. В связи с масштабом охватываемых территорий и часовых поясов, многочисленностью грубейших нарушений законодательства Российской Федерации, участием крупного транспортного перевозчика и с целью предоставления возможности оперативных следственных действий, межведомственной координации, считаю необходимым подать данное заявление в настоящей форме и перечисленным получателям. Прошу провести полномасштабные следственные действия, инспекцию, налоговые проверки с дальнейшей передачей материалов дела в судебные органы с привлечением к ответственности виновных лиц по следующим фактам. Первое. Нарушение условий трудового договора работодателем в лице ООО «Транзит». Адрес главного офиса. Приморский край, город Владивосток, улица Крыгина, дом 40. Далее по тексту работодатель предприятия, выражающийся в систематических постановках физически невыполнимых производственных заданий, сопряженных с необходимостью нарушения режима труда и отдыха водительского состава предприятия, невозможностью проведения элементарных санитарно-гигиенических процедур. Комментарий. На предприятии организована схема анонимных указаний при круговой поруке членов администрации предприятия с целью размытия персональной ответственности должностных лиц.
1.1. Нарушение законодательства на предприятии по выгрузке и сохранности данных с тахографических устройств. Периодическое умышленное уничтожение данных. 2. На предприятии при скрытой тарификации работ и системе расценок труда навязана система выплат заработной платы одновременно двумя методами. Часть ежемесячной заработной платы направляется на банковский счет работника, и вторая часть выплачивается наличными денежными средствами в кассе предприятия, что говорит о ведении двойной бухгалтерии, сокрытии налоговых отчислений и позволяет манипулировать наличной частью выплат. 3. Непрозрачная бухгалтерия, отсутствие детальной полной отчетности по начислениям, удержаниям и фактическим выплатам работникам не позволяет работникам предприятия контролировать суммы выплат и задолженность предприятия. 4. Есть факты в отношении лично меня и других работников предприятия бесцеремонного отказа в выплате за отдельные рейсы и виды начислений. 5. Есть факты удержания денежных средств без предоставления приказа руководителя предприятия филиала, приходно-кассовых ордеров, а в случаях привлечения к материальной ответственности работников предприятия без предоставления заключений комиссии по оценке убытков. 5.1. Производятся бесцеремонные удержания денежных средств водителей предприятия для оплаты штрафов ГИБДД силами предприятия без предоставления постановления о вынесении данных штрафов и возможности самостоятельной оплаты водителями предприятия. 6. На предприятии присутствует навязанная неправомерная схема ежемесячных удержаний и заработной платы работников, именуемая депозит, в размере 3000 рублей в месяц, что позволяет работодателю манипулировать данными суммами и шантажировать работников. Прошу также расследовать факт устных упоминаний о некой претензии и устного предъявления уже после моего увольнения начальником 4-й колонны московского филиала ООО «Транзит» данной и неопределенные претензии по рейсу от 1 ноября 2022 года, совершенного мной на автомобиле КАМАЗ госномер с полуприцепом госномер, на что мной было в очередной раз предъявлено требование в устной форме выплатить мне незамедлительно и в полном размере в сумме 48 тысяч рублей оставшуюся часть заработной платы и предъявлять всякие претензии в виде оригиналов в письменной форме, направленной почтовым отправлением, но до сих пор претензия в письменной форме мне не предъявлена, а также не выплачена заработная плата. 7.1. На предприятии присутствуют нарушения трудового законодательства по предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска работникам предприятия и махинации с выплатой отпускных начислений. 7.2. Руководство предприятия бесцеремонно требует работать в выходные и праздничные дни без права на отказ. 7.3. На предприятии присутствуют признаки коррупционных схем и параллельного бизнеса должностных лиц администрации, что выражается в непрозрачном и неравнозначном распределении видов работ по стоимости работ и условиям их выполнения среди работников, что является дискриминацией отдельных категорий работников предприятия. 8. При увольнении работодатель не выплачивает всю сумму заработной платы работникам с удержанием суммы депозита. Так и в моем случае при моем увольнении 15 февраля 2023 года предприятие не выплатило мне всю заработную плату. 9.0. Работодатель предъявляет требования по съемке и отсылке электронных копий документов, но не обеспечивает техническими средствами, перекладывает расходы по изготовлению тахографических карт водителя на плечи водителей. 9.1.
Предприятие как работодатель никоим образом не способствует защите прав и интересов работников, а напротив, все нестыковки во взаимодействии с партнерами по бизнесу и заказчиками транспортных перевозок перекладывает на плечи водителей. Так водители вынуждены предоставлять свои персональные данные каждому, кто не потребует, в виде копирования, сканирования личных документов, предоставления личного абонентского номера мобильной радиосвязи. 9.2. Работодатель подвязывает в юридические авантюры, такие как необходимость подписывания массы всевозможных документов, практически не имея возможности для ознакомления с ними. Оставляет безо всякой юридической поддержки, один на один в неравнозначных условиях перед грузоотправителями и грузополучателями, партнерами, что граничит с лишением всяких прав, уничижением чести и достоинства водителей. К примеру, требования некоторых грузоотправителей и грузополучателей отличаются нелепостью, нарушением законных интересов водителей, предприятия и предприятия в целом лишены смысла. 10.1. Производственные задания работодателя в большинстве содержат ошибки, неверную, недостаточную и недостоверную информации, лишены согласования с заказчиками и партнерами, что приводит к излишним затратам сил и времени, выражающихся в излишних переработках, которые не оплачиваются, приводит к ситуациям возникновения помех автотранспортному движению, нарушению условий безопасности дорожного движения. 10.2. Производственные задания работодателя содержат составляющую небезопасных условий труда с необходимостью оставления рабочего места водителя, что не отражено в трудовом договоре и не предполагает гарантий и обязательств со стороны работодателя. 10.3. Производственные задания работодателя сопряжены с высоким риском повреждения имущества работодателя, имущества партнеров работодателя, что препятствует ведению безопасной финансово-материальной трудовой деятельности. Прошу также принять в фокус внимания деятельность ТД Малвар, деятельность которого включала массовые невыплаты заработной платы известному кругу лиц, трудовые отношения с которым возникли после фактического предоставления выполнения работ на автомобиле КАМАЗ в период 16 апреля 2021 года по 4 июня 2021 года предоставлен нам уполномоченным лицом работодателя. Прекратил выплачивать заработную плату работникам в оговоренные сроки, мотивируя тем, что не имеет возможности выплатить. Невыплаченные суммы и расчет сумм заработной платы служили ему как инструмент шантажа работников. В моем случае произвел всего 2 выплаты в размере 46 450 рублей и 10 тысяч рублей, после чего я отказался работать и покинул эту организацию. Подобные нарушения носят массовый характер, в связи с чем считаю необходимым принять дополнительные меры по обеспечению и защите прав и законных интересов трудовой миграции, о чем готовлю предложение в законодательные органы Российской Федерации. Примечание. С целью обеспечения возможности внезапных следственных действий, инспекций и проверок мной не разглашался факт подачи данного заявления и его содержания. Готов дать показания и свидетельствовать в суде. Позднее планирую призвать работников предприятия, иных сотоварищей дать показания в ходе следственных действий, присоединиться к отдельным пунктам данного заявления. Настоящее заявление содержит приложение иллюстрации документов и не содержит вложения, файлы данных иллюстраций, файлы других документов. Приложение 1. Фото, прилагающееся в качестве примера документа, который требует подписывать всех водителей, такой грузополучатель, как ПАО «Детский мир». В случае неподписания не разгружает автотранспорт и на склад водителей для присутствия при погрузочно-разгрузочных работах не допускает. Приложение 2.
часть электронных документов расчетных листков с октября 2022 года по февраль 2023 года, полученные мной от ООО «Транзит» посредством чата мессенджера WhatsApp от начальника 4-й колонны ООО «Транзит». Вложение 3. Документ, содержащий перечень негласных тарифов оплаты труда от ООО «Транзит». Вложение 4. Путевой лист, выданный мне уполномоченным лицом работодателя гендиректора ООО «ТД Малвар». Вложение 5. Документы по совершению рейсов, отправляемые уполномоченному лицу и гендиректору ООО «ТД Малвар», свидетельствующие о количестве и виде работ, совершенных мной в ООО «ТД Малвар», за которые мне не было оплачено в полном объеме. Вложение 6. Справки от ООО «Транзит», не соответствующие действительности по суммам, выплаченным мне за периоды трудовой деятельности. Вложение 7. Пример документа инструкции водителя контейнеровоза, призванного лишь переложить ответственность на водителя и снять ответственность с должностного лица предприятия. 18 июня 2023 год. Затем последовал ответ Главного следственного управления от 13 июля 2023 года. Следственный комитет России. Главное следственное управление по городу Москве. Руководителю Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Направляется в соответствии с компетенцией для организации рассмотрения обращения Лубченкова В.Н. от 21 июня 2023 года. О результатах рассмотрения и принятом решении проинформируйте заявителя. Заявителю сообщается для сведения и разъясняется, что при несогласии с настоящим ответом вы вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Приложение. По тексту на 15 листах в первый адрес. Заместитель руководителя 2-го контрольно-следственного отдела Затем последовал ответ Управления внутренних дел по Южному административному округу от 3 августа 2023 года. Главное управление МВД России по городу Москве. Управление внутренних дел по Южному административному округу, Каширское шоссе 32, Москва. Уважаемый Валерий Николаевич, ваше обращение, поступившее в адрес УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве и Следственного управления по ЮАО ГСУ СК России по городу Москве рассмотрено. Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно в соответствии с пунктом 69 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России 12 сентября 2013 года за номером 707, зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, номер 25855. Дальнейшее рассмотрение вашего сообщения регламентируется нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О результатах вам будет сообщено дополнительно. Инспектор. Затем последовал ответ Управления внутренних дел по Южному административному округу от 17 августа 2023 года.
Управление внутренних дел по Южному административному округу. Каширское шоссе 32, Москва. Лубченкову ВН. Ваше обращение по факту нарушения трудового законодательства со стороны руководства ООО «Транзит», поступившее из Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, зарегистрированные в книге учета заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях 3 августа 2023 года за номером 25855 Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции рассмотрено. По поводам, изложенным в обращении, проведена проверка, по результатам которой принято решение о направлении обращения для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством в Государственную инспекцию труда города Москвы. Данное решение может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заместитель начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, начальник полиции Затем последовал ответ Государственной инспекции труда в Приморском крае от 13 сентября 2023 года. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Федеральная служба по труду и занятости. Роструд. Государственная инспекция труда в Приморском крае. Ваше обращение, поступившее в Государственную инспекцию труда в Приморском крае, далее Гострудинспекция, из УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, рассмотрено. В части вопросов, относящихся к компетенции Гострудинспекции, сообщаем следующее. В своем обращении вы просите организовать проверку по вопросам нарушения ваших трудовых прав работодателем обществом с ограниченной ответственностью «Транзит» в части нарушения режима труда и отдыха, непрозрачной бухгалтерии по начислениям и в расчетах с работниками, навязанный серый расчет, неправомерное удержание части заработной платы, дискриминация отдельных категорий работников, отказ в выплате заработной платы в полном размере при увольнении. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года номер 248 о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации для установления факта причинения работодателям вреда, ущерба или угрозы причинения вреда, ущерба охраняемым законным ценностям и принятия мер по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан, указанных в обращениях, заявлениях граждан и организаций Гострудинспекции, необходимо проведение внепланового контрольно-надзорного мероприятия. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 336 от 10 марта 2022 года в 2022-2023 годах в рамках видов государственного контроля, надзора, муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется федеральным законом о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации и федеральным законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля,
Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при согласовании с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Исходя из правовой позиции Министерства экономического развития Российской Федерации, изложенной в письме 24 марта 2022 года, понятие «непосредственная угроза» подразумевает высокую степень вероятности причинения соответствующего вреда в краткосрочной перспективе, то есть ситуацию, когда отсутствие мер реагирования контрольных надзорных органов неминуемо влечет наступление смерти или тяжкого вреда здоровью. Признаком очевидных нарушений обязательных требований трудового законодательства из представленных сведений не усматривается. Кроме того, оценка действий, бездействия работодателя может быть осуществлена только в рамках проведения контрольных надзорных мероприятий, основания для которого в настоящее время не усматриваются. Из вашего обращения не усматривается наступление вышеуказанных неблагоприятных последствий. Также к обращению не приложены документы, подтверждающие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью или при причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, необходимые для дальнейшего согласования контрольных надзорных мероприятий с прокуратурой. В результате рассмотрения вашего обращения Гострудинспекции в адрес работодателя общества с ограниченной ответственностью «Транзит» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и предложено принять меры по обеспечению исполнения требований трудового законодательства по вопросам, указанным вами в обращении. Также сообщаем, что в ходе телефонного разговора по номеру телефона руководителем отдела кадров сообщено о том, что расчет в связи с увольнением выплачен вам в полном объеме в день увольнения 15 февраля 2023 года. В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить неоспариваемую им сумму. Обращаем ваше внимание, что, осуществляя функцию по надзору за соблюдением трудового законодательства, Гострудинспекция выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заменить. В соответствии с частью 1 статьи 381 Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора, в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Согласно части 2 статьи 381 Трудового кодекса Российской Федерации, индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем. В соответствии со статьей 388 Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются самозащита работниками трудовых прав, государственный контроль, надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, судебная защита, статья 352 Трудового кодекса Российской Федерации.
На основании вышеизложенного вы также имеете право обратиться в суд в рамках индивидуального трудового спора в сроки, установленные статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением по сведений о трудовой деятельности, статья 66.1 настоящего кодекса, у работодателя по последнему месту работы. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 1 года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. При пропуске по уважительным причинам сроков обращения они могут быть восстановлены судом. Часть 5 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации. Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться в суд по месту жительства истца. Часть 6.3 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Далее ГПК Российской Федерации. Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. Часть 9 статьи 29 ГПК Российской Федерации. В соответствии со статьей 393 Трудового кодекса Российской Федерации пунктами статьи 336 333-36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются истцы по искам о взыскании заработной платы, денежного содержания и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий. Дополнительно информируем о том, что в настоящее время действует телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Приморском крае, где вы также можете получить устную консультацию по вопросам трудового законодательства, не требующим дополнительного изучения документов. Главный государственный инспектор высокую степень вероятности причинения вреда здоровью или наступления смерти граждан представляет собой ездить на автомобиле сутками не спавши. Как считаете вы? А главный государственный инспектор не усматривает ни признаков высокой степени вероятности, ни условий для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Да вот только как стоит кому-то в очередной раз заснуть за рулем, соскочить с проезжей части, так однозначно ставится определение: не справился с управлением. Обратите внимание на окончание официального ответа государственного чиновника о том, что действует телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Приморском крае, где, цитирую, «Вы также можете получить устную консультацию по вопросам трудового законодательства, не требующим дополнительного изучения документов». Конец цитаты. Очередной вредный совет с претензией на очередное уничижение. Нет, я предпочитаю обращаться к первоисточнику, что и другим советую, как то Трудовой кодекс Российской Федерации. А вы, дескать, Ваньки,
подставляйте уши, и мы вам в ваши уши нальем. А документы не изучайте, это сложно и скучно. Промежуточный итог. Водителей обкрадывают, государство обкрадывают, и все нипочем. Откуда такая уверенность в собственной безнаказанности? Из прошлой безнаказанности. Это в нашей культуре. В этом наш менталитет. Мы не в бирюльке играем, и просто все двери не откроются. Нужно понимать, что руководитель предприятия и главный бухгалтер в данной ситуации легко привлекаются к уголовной ответственности. А теперь подумайте, какие усилия они готовы приложить, чтобы не сесть. А какие мы усилия готовы приложить, чтобы правду отстоять? Чья протекция придает им уверенности? А может, уверенности придают большие деньги? Парадокс ситуации заключается еще в том, что против той силы, которая непосредственно зарабатывает деньги, и эти же деньги направляются. Необходимо разорвать это порочное применение. То есть это водители не досыпают и плохо питаются. Это водители своими трудами обогащают хозяев, но когда у хозяев несет крышу, и они бесятся от жира, то хозяева забывают всякие рамки и границы, и чем большую прибыль имеют, тем более жадными становятся. И вместо того, чтобы наладить работу предприятия, платить достойно, они еще более затягивают гайки, начинают еще больше экономить на водителях. И скорее будут платить огромные взятки чиновникам, но не будут платить честно и достойно работникам. Но не нам их учить и воспитывать, а нам защищать свои интересы. Поймите, главный обман заключается в том, что нам внушили, что только непосильный труд, труд на пределе может привести к достойной зарплате. Как будто нужно сутками не спать, день и ночь не останавливаться, и только тогда что-то выйдет. Это не так. Если бы вы поняли то, что я пытаюсь донести, то незамедлительно бы поспешили не в кабины грузовиков, а в собрание профсоюзных организаций. С тем, чтобы прежде чем начать работать, договориться о достойных тарифах и условиях труда. Организованность и единство трудовых масс – это кошмар буржуев и лиходеев. Требовать нужно до тех пор, пока удовлетворительный тариф не будет достигнут. И они никого из дармовозов не найдут, потому что всех дармовозов и мягкотелых под крыло взяла та же профсоюзная организация, во главе которой здравые, разумные и непреклонные люди. Просто новые бизнесмены не будут иметь невообразимых сверхприбылей и зарабатывать будут меньше. А со временем дисбаланс трудовых отношений и рынка труда обратится балансом. А теперь я поясню для тех, кто пока не совсем понял. Нам негласно и довольно определенно дают понять: знай свое место, халуй. Все наши права, которые все еще пока на бумаге, нужно забывать. Нас практически порабощают.
Мы теряем свое право на свободный и достойный труд, теряем возможность реальной правовой защиты. Неприступной стеной стоит впереди административно-карательная система, которая пока все еще разговаривает с нами, но уже является неприступной бюрократической машиной, обслуживающей класс придержащих. У кого есть деньги, им можно все. И все двери открыты, и, напротив, труженик неимущий не имеет ничего и не вправе ни на что. А теперь давайте задумаемся, к чему мы пришли и на что мы все-таки глубоко в себе рассчитываем. Давайте сознаемся, что даже последний правонарушитель, убийца, вор и насильник на что-то рассчитывает. И рассчитывает он не на правовой и финансовый хаос, а на относительно правовое общество с функционирующими финансовыми и иными институтами. И разница заключается лишь в том, что правонарушитель – это эгоист, который считает, что ему можно отступать от правил, а другим нельзя. Поэтому после трудового дня он вновь спешит к своей семье и рассчитывает, что его дом не разграблен и не разорен, чтобы тот закон, который он попирает, его же и защищал. А все сводится к тому, что нам необходим правопорядок и законность. И любые отклонения от нормы должны стать тревожным сигналом для общества. Но, похоже, только не в России. Мы непрошибаемы. Удивительно спокойная реакция трудового коллектива. Трудовой коллектив избрал позицию наблюдателя. Хоть у кого-то рот открылся в нужном направлении. Всем должно быть понятно, своим поведением вы лишаете себя шанса на всякую надежду, правопорядка и законности. Своими руками и молчаливыми ртами одеваете цепи. Позиция единоличного эгоизма «моя хата с краю, я ничего не знаю» губительно и медленно и верно ведет к неизбежному краю. Если сегодня вы еще думаете, что промолчу, поклонюсь, меряете все лишь деньгами, то может наступить завтра, когда приложить эти деньги будет не к чему. Потому что ту законность, которая защищает нас от хаоса и произвола, вовремя не защитили, не постояли за нее. Затем следует мое заявление 27 апреля 2024 года. Заявление Лубченкова Валерия Николаевича 27 апреля 2024 года. Часть 1. Содержание. Каждая из частей представленного заявления подлежит прочтению всеми адресатами, части с определенным указанием адресата подлежат прочтению и требуют ответа указанного адресата. Часть 1. Содержание. Страница 1. Часть 2. Вступление. Страница 1. Часть 3. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Страница 2. Часть 4. Заместителю начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве начальнику полиции. Страница 2. Часть 5. Федеральную службу по труду и занятости, Государственную инспекцию труда в Приморском крае главному государственному инспектору. Страница 3.
Часть 6. В специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Страница 6. Примечание. Страница 7. Приложение 1. Заявление Лубченкова В.Н. от 18 июня 2023 года. Страница 7. Приложение 2. Ответ Управления внутренних дел по Южному административному округу от 17 августа 2023 года. Страница 13. Приложение 3. Ответ Государственной инспекции труда в Приморском крае от 13 сентября 2023 года. Страница 14. Вложение 1. Файл тахографических данных с карты водителя Лубченкова Валерия Николаевича. Часть 2. Вступление. Сообщаю, что по прошествии годичного срока с даты моего увольнения и 10 месяцев с даты подачи моего заявления от 18 июня 2023 года, приложение 1, заявление от 18 июня 2023 года не потеряло актуальности и требует разрешения. Недооценка важности представленных мной фактов, обнаруженная низкая квалификация должностных лиц, попытки уклонения от исполнения своих прямых должностных обязанностей побудили меня расширить круг адресатов данного моего заявления. С целью представления полноты картины происходящего позволяю себе данное заявление представить в неотягощенном императивностью стиле, дабы тревожная ситуация обрела краски и обратила на себя надлежащее внимание. Также приведу живые примеры с лирическими отступлениями. Мною обнаружена недооценка важности представленных мной тревожных фактов, попытки уклонения по установлению данных фактов. Мною была представлена отличная возможность к межведомственной координации и незатруднительному установлению очевидных фактов. Обнаружена же дезорганизованность, попытки избежать исполнения прямых обязанностей с многочисленными переадресациями и глухота к проблемам рядового гражданина великой страны. Непрофессионализм должностных лиц требует объяснять все на пальцах, дабы наступили коренные изменения, в частности, изменения в сфере грузоперевозок. Контейнерное безобразие является хорошим примером равнодушного отношения государства, нежелания решения нависших проблем, низкой культуры бизнеса. Способность видеть ситуацию со стороны заставляет меня предпринимать посильные шаги в дело процветания моей страны. Часть 3. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В связи с отсутствием результатов по моему заявлению от 18 июня 2023 года, приложение 1, возникшим многочисленным переадресациям, явным уклонением от выполнения прямых должностных обязанностей, прошу провести расследование на предмет сторонней протекции, коррупционной заинтересованности и соответствии занимаемым должностям вовлеченного круга должностных лиц, включая адресатов части 4, части 5 данного заявления, а также инициировать проверку по изложенным мною фактам в упомянутом заявлении от 18 июня 2023 года, приложение 1, с привлечением к ответственности виновных лиц. Прошу инициировать создание комиссии по оценке условий труда на предмет безопасности и соответствия нормам охраны труда водителей контейнеровозов и иного персонала на территории железнодорожных терминалов по приему и выдаче контейнеров и площадок приема, выдачи и хранения контейнеров, находящихся в городе Москве и Московской области. Среди них площадка в технопарке М4, площадка в селе Шубино,
Площадка в селе Горки Ленинские, площадки в городе Подольске, площадка в селе Долматово, площадка в селе Старая Купавна, терминал ЖД в городе Электроугли, терминал ЖД в городе Подольске, ООО «Экодор», терминал ЖД в селе Белый Раст, терминал ЖД в городе Москва Ховрино. Часть 4. Заместителю начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, начальнику полиции. Считаю возмутительным то обстоятельство, что я как заявитель лишен возможности доступной обратной связи. Вы пишете, приложение 2, что по поводам, изложенным в обращении, проведена проверка, по результатам которой принято решение о направлении обращения для дальнейшего его рассмотрения и принятия решений в соответствии с действующим законодательством в Государственную инспекцию труда города Москвы. Цитата. Отсюда возникает ряд вопросов. Вопрос первый. Была проведена проверка. Проверка принесла результаты. Почему результаты проверки не представлены? Вопрос второй. Было принято решение. На основании чего было принято решение об очередном перенаправлении? Прошу представить ссылку на определяющий документ. Вопрос третий. Прошу представить список лиц, участвующих в принятии этого решения с указанием имен, званий и должностей. Вопрос 4. Почему потерян из вида ведущий предпринимательскую деятельность предпринимателем Миронов Дмитрий Владимирович? Прошу установить факты массовой невыплаты заработной платы широкому кругу лиц и привлечь к ответственности Миронова Дмитрия Владимировича. Страница 4, заявление от 18 июня 2023 года. Вопрос 5. Мое заявление от 18 июня 2023 года затрагивает широкий диапазон проблем. Почему вы переадресуете мое заявление в Государственную инспекцию труда, компетенция которой не охватывает всей широты поставленных вопросов? Часть 5. Федеральную службу по труду и занятости, Государственную инспекцию труда в Приморской крае, главному государственному инспектору Синецову МВ. Вы невнимательно прочли мое заявление. На странице 5 в заявлении от 18 июня 2023 года имеется сноска 3, которая говорит о том, что дополнительные материалы будут переданы по запросу. Вы не предъявили запрос, а сделали поспешные и неверные выводы. Вы неверно оценили ситуацию. Ситуация, напротив, является содержащей непосредственную угрозу причинения смерти гражданина или причинения тяжкого вреда здоровью гражданина, что говорит о вашей некомпетенции в данном вопросе. Так, пункты заявления от 18 июня 2023 года номера 1, 10.1, 10.2 указывают на недопустимые ситуации. А. Нарушение режима труда и отдыха водителями, что приводит к тому, что водители массово, будучи в утомленном состоянии, совершают движение на транспортных средствах, что влечет огромный риск совершения дорожно-транспортных происшествий, которые, дорожно-транспортные происшествия, содержат в себе высокий риск причинения тяжкого вреда здоровью, смерти граждан. Пример. Только в 2022 году водителями ООО «Транзит» совершено 2 крупных ДТП из числа известных лично мне. В первом водитель, будучи в утомленном состоянии, совершил наезд на разделительное ограждение проезжей части. Во втором водитель ООО «Транзит» совершил проезд на крупногабаритном транспортном средстве под низко расположенным дорожным сооружением.
В отличие от вас, я не имею доступа к статистическим данным, но рекомендую обратиться к статистике. Б. Производственные задания работодателя приводят к ситуациям возникновения помех дорожному движению и нарушению условий безопасности дорожного движения. При этом работодатель снимает с себя всякую ответственность и совершенно глух к замечаниям и возражениям со стороны водительского состава предприятия. Пример. Заказчики контейнерных перевозок, как и диспетчерская служба предприятия, не утруждаются выяснениями и оговариванием, согласованием с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения особых условий проезда и подачи крупногабаритных транспортных средств, что влечет к возникновению опасных дорожных ситуаций. В. Отсутствие взаимодействия и договоренности с партнерами работодателя, такими как контейнерные площадки для сдачи, хранения и выдачи контейнеров, железнодорожными терминалами для сдачи и получения контейнеров, приводит к тому, что на водителей взваливают опасную и сомнительную обязанность по поиску контейнеров в условиях интенсивного и хаотичного движения множества крупногабаритных транспортных средств и специальной техники, в том числе в условиях недостаточного освещения или при отсутствии такового. А сигнальные жилеты, с которых все начинается и которыми все оканчивается, являются полумерой и проблему не решают. В связи с чем прошу дополнительно создать экспертную комиссию по определению уровня опасности данной ситуации. Пример 1 из числа лишь мне известных. Так, в 2022 году на Подольском железнодорожном терминале ППЖТ ООО «Экодор» контейнеропогрузчик совершил наезд на водителя контейнеровоза, покинувшего свое рабочее место и совершавшего поиск контейнера на контейнерной площадке, что привело к тяжкому причинению вреда здоровью гражданина. Пример 2. Состояние большинства контейнерных площадок не соответствует выполняемым функциям и нормам охраны и безопасности труда, выполнению погрузочно-разгрузочных работ. Отсутствует освещение при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в ветреную и дождливую погоду, списанными и не переосвидетельствованными автокранами под управлением неквалифицированного персонала. Также вами проигнорирована сноска 4 моего заявления от 18 июня 2023 года, говорящая о моей готовности в том числе предоставить юридически значимые электронные документы в виде данных моей тахографической карты. Мной была предоставлена хорошая возможность для оперативных действий, потому как факт подачи заявления и его содержание не были преданы огласке. Вместо использования данной возможности вы отправили администрации предприятия предписания, но прежде не установили очевидные, лежащие на поверхности факты. Также прошу представить к моему изучению предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, направленные вами в адрес ООО «Транзит», и присоединению мною в дальнейшем оного к результатам публичного социологического исследования, а также пояснить, на каком основании вами направлено данное предостережение в ООО «Транзит». Если на основании моего заявления от 18 июня 2023 года, то что остановило вас от проведения проверки фактов нарушения обязательных требований трудового законодательства? Ваша рекомендация обратиться в судебные органы с целью разрешения индивидуального трудового спора является нелепой и вредоносной, потому как в судебных органах с пустыми руками нечего делать. Посему вам следует сначала установить и документально зарегистрировать, либо опровергнуть приведенные мной факты, а затем
С документами на руках мне следует обращаться в судебные органы. Ситуация выходит за рамки индивидуального трудового спора, потому как бесчестный работодатель скрывает факты начислений и выплат части заработной платы в неофициальной форме всему водительскому составу предприятия, что и требуется установить, пресечь и привлечь к ответственности силами государственных служб. Так, в пункте 1.1 моего заявления от 18 июня 2023 года говорится о нарушении законодательства о сохранности тахографических данных на предприятии и умышленном их уничтожении. Этот пункт моего заявления сообщает о составе преступления, которого уже достаточно для незамедлительного проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, а ваше бездействие требует тщательного внутреннего расследования. А пункты 10.1 и 10.2 указывают прямо на недопустимые факты. С каких пор результаты телефонных разговоров обрели юридическую значимость и принимаются во внимание должностными лицами государственных служб? Прошу запросить письменный ответ на запрос о выплате мне полного расчета заработной платы у руководителя отдела кадров ООО «Транзит», копию которого выслать мне, которая в свою очередь будет приложена к иным документам и направлена в правоохранительные органы одновременно с моим требованием об установлении фактов не выплаты мне полного расчета заработной платы и ведении двойной бухгалтерии ООО «Транзит». Вы проявляете предвзятое отношение тем, что довольствуетесь ответом по телефону члена администрации транспортного предприятия, но не придаете должного значения предъявляемому мною в письменном виде и подписанному документу, содержащему тревожные факты. Если требуется санкция прокуратуры на выполнение внеплановых проверок, так в чем дело? Что мешает ее получить? Исходя из ваших слов, образовался замкнутый и непреодолимый круг. Ни признаков нарушения трудового законодательства из представленных мной сведений, ни оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых может быть дана оценка действия, бездействия работодателя, не усматривается. Очевидно, поэтому ничего делать не нужно. А если невозможно провести внеплановую проверку, так запланируйте плановую проверку и проведите ее. Вами неверно определен характер ситуации, что привело к отсутствию должных действий с вашей стороны. Часть 6. В специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Прошу руководство Гостехнадзора провести широкомасштабные проверки технического состояния специализированной техники, такой как крановых, стреловых, самоходных и контейнеропогрузчиков на вверенной им территории, в частности на территории города Москва и Московской области, эксплуатирующихся на площадках приема, выдачи и хранения контейнеров, а также соответствие квалификационным требованиям эксплуатирующего персонала и условий эксплуатации, методам проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также дать оценку на соответствие нормам охраны труда и безопасной эксплуатации. Среди них площадка в технопарке М4, площадка в селе Шубино, площадка в селе Горки Ленинские, площадки в городе Подольске, площадка в село Долматово, площадка в село Старая Купавна. Предлагаю всем должностным лицам приступить к выполнению своих прямых должностных обязанностей. Примечание. Файл тахографических данных с карты водителя получен при помощи онлайн-сервиса GR-Cards, который может быть рекомендован для наглядного анализа режима труда и отдыха и статистики нарушений.